этом году исполняется 900 лет со дня боевого столкновения двух цивилизаций. Думаю, что это событие смело можно назвать величайшей битвой из всех имевших место на Кавказе до начала эпохи Великих войн 20 века. Ни до, ни после кавказцы не видели такого значимого боя, где бы местные встали воедино, чтобы защитить свою землю. Кавказ повидал многих захватчиков и сотни походов, но все последующие битвы уступают этой как по численности войск, так и по значимости. Сегодня мы с вами ознакомимся с этим знаменательным событием, обсудим, как выглядела ситуация накануне битвы, а также каковы были ее последствия. Не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о новых выпусках. А мы начинаем. Начиная с 8 века весь Ближний Восток, а также часть Малой Азии захватываются халифатом. Сначала с династией Омейядов, а позже власть оказывается у аббасидов. На Кавказе захватчики испытали большие сложности, и хотя окончательно халифат так и не подчинил себе эту землю, сюда систематически высылались военные экспедиции с целью сломить дух местных жителей. К концу IX века аббасиды стали лишь номинальными хозяевами на Ближнем Востоке, и одна за одной области халифата становились независимыми. Окончательно ситуация изменилась в XI веке, когда после нашествия с востока сельджуков в 1055 году была взята столица аббасидского халифата Багдад. С этого момента наиболее опасной и влиятельной силой на Ближнем Востоке становится династия сельджукидов. Они активно двигаются на запад и на одном дыхании подчиняют себе бывшие владения аббасидов. В 1071 году им удается одолеть большое византийское войско и даже взять в плен самого императора. Это делает сельджуков на какой-то момент хозяевами положения и позволяет им диктовать условия побежденным. Помимо этого, они выполняют функцию ледокола для остальных племен, так как, узнав об успехах на Ближнем Востоке, многие кочевники из Азии двигаются по уже известному пути в поисках лучшей жизни. За последующие 20 лет власти Мелик-Шаха сельджуки достигли своего пика, а их зона влияния была от Малой Азии до Афганистана. Как же ситуация выглядела на Кавказе? Я специально начал свое повествование с 8 века, так как сложившееся положение являлось следствием событий последних столетий. К XI веку Кавказ уже как 500 лет находился между молотом и наковальней. Халифат, Византия, Каганат, сельджуки – каждый из них хотел захватить это важное место. Полноценно это сделать не удалось никому, но бесконечные войны значительно ослабили кавказцев. На месте Кавказской Албании появился Ширван, основанный аббасидским полководцем. Лезгины были оттеснены на возвышенности, а Грузия, хоть и занимала большую часть Южного Кавказа, была в ужасном положении, где каждый феодал считал себя князем и не подчинялся столице. Кстати, столицей тогда был Кутаиси, ввиду того, что Тбилиси, будучи важной экономической точкой, был захвачен еще халифатом. С появлением сельджуков учащаются набеги на эту землю, что вынуждает ослабленных феодалов платить дань. Год за годом действует одна и та же схема. Грузинское государство объединяет силы, выгоняет сельджуков, те высылают большее войско и опустошают Южный Кавказ. Спустя несколько лет все сначала. Так длится до момента, пока в 1089 году у власти не оказывается 16-летний Давид IV. В будущем его назовут Агмашенебели, что значит «строитель» или «восстановитель». Он понимает, что если ничего не менять, итог будет таким же, как и до этого. Потому Давид огнем и мечом устанавливает свою непоколебимую власть над каждым феодалом. Любой, кто усомнится в нем или его действиях, будет лишен титула, земельных наделов или жизни. Естественно, такой подход многим оказался не по душе, но сместить Давида никто не осмелится. Он создает постоянное элитное войско, Монаспа, и больше не зависит от помощи князей.
Тем не менее, опустошение Кавказа завоевательными походами имеет свой эффект. Даже объединив феодалов, численность воинов оставляет желать лучшего и не позволяет вести полноценные войны с многочисленными сельджуками. Видя сложившуюся обстановку, Давид идет на довольно необычный шаг. В эти же годы кипчаки испытывали на себе довольно массивное давление от славянских походов в степи. Потому он заключает династический союз с половецким ханом и заселяет около 200 тысяч кипчаков на опустевшие южные грузинские земли. Такой альянс оказался выгоден всем, так как хан и его люди становятся подданными Давида, а значит нападение на них означает нападение на само грузинское государство. Вместе с тем кипчаки обязаны выставить по одному воину от каждой семьи для совместной защиты общего дома. Войско Давида пополнилось умелой конницей, и он начинает действовать. Агмашенебели отказывается от каких-либо выплат и начинает наступление. За несколько лет ему удается отбить у сельджуков большую часть национальных земель. Обычной военной экспедиции, чтобы остепенить восставшего данника, уже недостаточно, потому влиятельный владетель Багдада Наджм ад-Дин Ильгази объявляет джихад и взывает всех мусульман к походу на Южный Кавказ. Давид понимал, что если он возьмет Тбилиси, то это лишит его войска мобильности и возможности навязать удобное место битвы. Потому его план заключается в том, чтобы дождаться максимально выгодного положения дел и только после этого вступить в бой. И он не ошибся. Ильгази, будучи убежденным, что Давид не осмелится напасть на столь многочисленное войско, не стал обходить возвышенности Малого Кавказа и вместо того, чтобы двигаться безопасной долиной, повел своих людей сквозь ущелье. Думаю, что сейчас каждый из вас подумал, но ведь это давно известно, что в узких теснинах численность войска становится не так важна, и это глупо лишать себя такого преимущества. Несомненно, все мы великие полководцы, когда сидим на диване, и уже знаем, чем все закончится, но, как сказал классик, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Шатар Руставели. Тут нужно понимать, в чем заключалась мотивация сельджукского военачальника. Имея под своим командованием сотни тысяч солдат, он ни капли не сомневался в своей победе. К тому же Ильгази отлично понимал, что Давид не в состоянии выставить на поле боя даже половину от его войска. Заведомо слабый оппонент позволяет чувствовать себя куда более спокойно. Еще одним фактом было то, что обходить весь Малый Кавказ значит позволить Давиду успеть найти еще союзников. Немаловажным был эффект неожиданности, и последнее, возможно, самое главное. Ильгази не знал, что шпионы, доносившие ему сведения о состоянии и местоположении грузинского войска, вводят его в заблуждение. Для местных жителей сельджуки являлись оккупантами, и потому Ильгази получает лишь те данные, что были необходимы Давиду. Задача была в том, чтобы убедить оппонентов в слабости защитников, неспособности вести войну и безопасности дальнейшего пути. Все это имело свой эффект. Когда коалиционное войско зашло в ущелье, стало понятно, куда оно двинется дальше, и последующие шаги зависели уже от Давида. Найдя подходящее место, он поделил свое войско на основные силы и вспомогательные. Оставалось только дождаться, когда появится Ильгази со своими солдатами. Касательно численности войск, сведения значительно отличаются. В этот день страшное избиение турок произошло в том месте, и реки были заполнены трупами. Горные вершины и долины также покрылись трупами. Число убитых турок составило около 400 тысяч. 30 тысяч человек были пленены. Трупы лошадей и оружие павших в битве покрыли всю землю. Это был страшный бой. С Божьей помощью победили христиане. Они истребили свыше 400 тысяч и взяли в плен 50 тысяч человек. Ибо в тот самый день, когда султан Исам аль-Гази с 600 тысячами ступили для войны на землю царя. В это время Малик, султан Ганзака, выступил с 400 тысяч отважных всадников и соединился с аль-Гази, и обе армии выступили в огромном числе. Сильный и в то же время тщеславный человек
Аль-Гази собрал огромное войско с земель турок на востоке от страны греков, включая весь Кармиан. Численность этого войска составила 150 тысяч воинов. Не удовлетворившись этими силами, он отправил посольство на юг, в арабские земли, чтобы призвать своего союзника, арабского правителя Садака, сына Дубейса. Садака прибыл к нему во главе с 10 тысяч воинов. Собравшись, они направились к курджам-грузинам и подошли к Тифлису. На стороне мусульман было много войск, приблизительно 30 тысяч. Как вы можете заметить, христианские летописи очень сильно завышают численность исламской коалиции, а мусульманские летописи очень сильно ее занижают. Думаю, понятно почему так, но все же большинство ученых сходятся во мнении, что под командованием Иль-Гази было не меньше 150-200 тысяч человек. Иначе бы эта битва не вызвала такой ажиотаж на Ближнем Востоке, а осталась бы незамеченной, как и многие подобные. К тому же, войны той эпохи показывают нам, что одни только сельджуки вполне могли мобилизовать большую часть такого войска. А в 1121 году на Тбилиси двигались не только сельджуки, а целая мусульманская коалиция, созванная для участия в джихаде. Само собой, для такого объединения не составило бы сложности созвать 100-200 тысяч воинов. Нужно понимать, что в XI-XII столетии многие походы велись якобы во имя Бога, хотя на самом деле мало чем отличались от обычных захватнических войн. Так что желающих получить милость Божью было достаточно, в состав коалиционных сил входили сам Наджм ад-Дин Иль-Гази, назначенный султаном-правителем Багдада, владетель считавшейся неприступной крепости Мардин, покоритель Алеппо, а с 1121 года правитель Маифарикина. Дубейс бен Садака, властелин города Хилы, на реке Ефрат, царь арабский. Тагрул, сын Мухаммеда, правитель Казвина, Зинджана, Гиляна и других земель, а в 1121-1122 годах правитель Арана и Гинджи, последние 3 года был султаном. Туган Аслан Аль-Ахдаб, горбатый, тюркский эмир Бидлиса-Эрзана, покоритель города Двина. Кентугди, Атабек Генджи, мусульманские правители мелких армянских территорий, эмиры, называемые летописцем эмирами всей Армении. Кроме вышеупомянутых, в коалиционном походе должны были участвовать вместе с Дубейсом, специально с этой целью прибывшим в Арзрум и ставшим там лагерем, кадий Игу ад-Дин ибн Джабри, его сын, кадий города Мардин Абул-Фатх и визир Абу Тамам ибн Абдун. То есть помимо Иль-Гази еще многие властители изъявили желание участвовать в этом походе. Что же касается войска Давида, то здесь все более однозначно, хотя также численность у летописцев отличается. Тот самый царь Давид, знамением Святого Креста вооруженный, имея среди медян и христиан 420 тысяч бойцов. Давид, сын Дикая, сын Багарата, сын Георгия, собрал все свое войско. Пригласил на помощь также 40 тысяч копчаков или половцев, 18 тысяч аланов, 10 тысяч армян, 500 франков, людей храбрых и воинственных. Вот с таким количеством людей он выступил в бой. Царь Давид, сын Баграта, сына Георгия, узнав об этом, он выступил на битву с турками во главе 40 тысяч выносливых и отважных воинов, обученных обращению с оружием. Кроме них, у Давида было 15 тысяч отборных воинов, присланных вождем копчаков, 500 албанцев и 100 франков. Всего же войско Давида Агмашенебели составляло от 55 до 80 тысяч человек. В этом случае ученые также считают, что данные о 70-80 тысячах завышены, а наиболее возможным являются сведения Матфея Эдесского о 55 тысячах воинов. О, воины Христовы! Если мы ради хранения закона Божьего сражаемся, мы с легкостью превозможем не только бесчисленных демонских пособников, но даже и самих демонов. Есть, однако, соображение, которое, как я смотрю, если одобрите, послужит к нашей чести и нашей пользе. А именно, чтобы, воздав к небу руки, мы все пообещали могучему Богу, из любви к Нему, на этом поле боя скорее умереть, чем бежать. А чтобы убежать, мы не имели возможности, даже если захотим,
открытые входы этой долины частыми рядами бревен заградим, и с твердым сердцем с близкого расстояния намеревающихся против нас сражаться врагов жестоко поразим». Этими словами Давид закончил молитву, глядя на своих воинов накануне битвы. Все пути отступления были завалены, чтобы никто не смог покинуть поле боя, даже если бы захотел. Оставив обоз с тыла, войско Эльгази длиной в несколько километров двинулось на Тбилиси. Лазутчики сообщали, что дальнейший путь чист, и потому захватчики двигались довольно свободным способом, не ожидая боевых столкновений. И вот 12 августа во второй половине ущелья, то есть на фронте, с громким боевым кличем, оглушительным брецанием доспехов показались знамена неверных. Горы и долы отвечали эхом на звуки разных инструментов. Поначалу Аль-Гази очень удивился, не ожидав увидеть Давида, но, глядя на численность его воинов, начал насмехаться. В тот момент ему казалось, что он поймал последнего в капкан, так как ни один смышленый полководец не выйдет на битву, уступая по численности настолько значительно. Тогда сельджукский военачальник еще не знал, что на самом деле в капкане оказался он. С одной стороны, мертвая тишина. Это грузинский лагерь. Пришельцы же выглядят беспечными, шумят. Кажется, будто уже празднуют победу. Исследователи этой битвы считают, что если изначально Эльгази допустил ошибку, зайдя в узкое ущелье, то окончательно исход битвы стал понятен, когда главнокомандующий лишился всякой бдительности и уже посчитал себя победителем. Тут начинает действовать Давид Агмашенебели. И без промедления, расположив отдельные ряды, царь поставил впереди 200 воинов франкского рода, которых имел. Выступили вперед 200 человек-кипчаков. 200 всадников сблизились с войсками сельджуков, сообщив, что хотят воевать за нападавших. Последние настолько были убеждены в своей победе, что ожидали капитуляции Давида и всего его войска. Мусульмане подумали, что они хотят сдаться по аманату, и поэтому не приняли необходимых мер предосторожности, смешались с ними и были встречены стрелами. Их подпустили максимально близко, после чего те выхватили мечи и попытались убить самого Ильгази, лишив тем самым сельджуков главнокомандующего. И хотя им это не удалось, они создали необходимую суматоху и панику. Пользуясь случаем, Давид дал команду к наступлению, и войска схлестнулись в лобовой атаке. Началась битва. Сельджуки никак не могли стать в боевое положение, так как не понимали, откуда их атакуют. В этот же момент на обоз, оставленный далеко позади, нападает несколько сотен грузинских воинов. Дело в том, что там знатные сельджуки оставили свои ценные вещи и золото, о чем было известно Давиду. Когда весть о нападении с тыла дошла до Дубейс ибн Садака, зятя Ильгази, он с 10-тысячной конницей двинулся назад, чтобы спасти имущество. А у Дубейса было разграблено имущество стоимостью 300 тысяч динаров. Это были космические деньги для той эпохи. По сути, в обозе находился весь бюджет коалиционного войска. Сложно сейчас сказать, почему он так плохо был защищен, но Дубейс отлично понимал, лишившись денег, весь дальнейший поход не имеет смысла. Были последующие действия совпадением, или же Давид до таких мелочей понимал возможные действия оппонентов, неизвестно. Но в сельджукском стане случился эффект домино. Когда солдаты увидели 10-тысячную конницу заместителя военачальника, покидающего битву, мысль у всех была одна – он сбегает с поля боя. Коль настолько высокопоставленный человек бежит, значит дела плохи. Это вызвало панику, и многие солдаты стали отступать. Ряды мусульман пришли в расстройство, и поэтому те, которые стояли дальше, вообразив, что началось бегство, обратились также в бегство. Самое увлекательное то, что битва еще не была окончена, и любой исход был возможен. Поначалу Ильгази сопутствовал успех, и ему удалось даже немного оттеснить грузинских солдат. Вначале мусульмане теснили курджев, но когда они бросились преследовать их в горных проходах, курджи развернулись и разбили мусульман, перебив многих из них. Но тут Давид окончательно обозначил исход битвы. Накануне боя Ильгази насмехался над оппонентом, потому что он видел лишь часть его воинов. Мало того, что грузины значительно уступали сельджукам в численности, так еще и войско Давида находилось в нескольких местах. В момент, когда Дубейс уже топтал своей конницей сзади стоящих воинов,
а Эльгази изо всех сил пытался сменить ход боя, из-за ущелья показались войска сына Давида Агмашенебели. Увидев их, сельджуки окончательно сломались, и изначальное отступление сменилось паническим бегством. Войска бежали друг за другом и из-за сильной давки шибали друг друга, вследствие чего многие из них были убиты. Дальше в дело вступила выдающаяся кипчакская конница, в течение недели гнавшая сельджуков вплоть до Ани, это почти 200 километров от места битвы. Неверующие преследовали их на расстоянии 10 фарсахов, убивая и забирая в плен. Большинство мусульманских войск было перебито и было взято в плен 4000 человек. Трупы лошадей и оружие павших в битве покрыли всю землю. Преследовали турок 8 дней до границ города Ани. Основная цель этой погони была в том, чтобы захватить в плен главнокомандующего Аль-Гази и его свиту, так как он по сути был зачинщиком этого похода и являлся наиболее известным из всей коалиции, но ему удалось сбежать. Итак, персидский султан Малик и Аль-Гази вернулись униженными в свои земли, едва сохранив свои жизни, сопровождаемые лишь сотней человек, оставшихся от многих тысяч. И тот же Аль-Гази, раненый в голову, потеряв почти всех своих, попущением Божиим с немногими убежав, безоружный и изголодавшийся, сопровождаемый царем арабов, вернулся на родину полумертвым. Но царь Тагрул, Аль-Гази и Дубейс спаслись. Войска же наши и все царство наполнилось золотом и серебром, арабскими конями, сирийскими мулами, шатрами-коврами, другими чудными сосудами, боевыми разнообразными, таранами и катапультами, кубками изящными и пиршественными, банными и поварскими, какая хартия вместит и чернила опишут. Ибо ведь крестьяне, посмотри-ка, когда же арабских царей вели в плен. Последствия этой битвы были впечатляющими. Сельджуки в течение нескольких лет пытались восстановиться и не могли каким-либо способом помешать дальнейшим действиям Давида Агмашенебели. Им оставалось только наблюдать, как он отвоевывал Тбилиси, Дманиси и установил свое влияние на всем Южном Кавказе. Победа в этой битве ознаменовала собой начало Золотого века грузинского государства, ставшего влиятельной силой на Ближнем Востоке в последующие 100 лет. А вот династия сельджукидов к концу XII века лишится большей части своих земель, оставив после себя лишь Конийский султанат. Он станет фундаментом для возвышения новой силы – османов. А на сегодня у меня все. Не забывайте делиться вашим впечатлением в комментах под видео, лайки, подписка, все это вы уже знаете. Пишите, что хотели бы видеть в следующих выпусках. Мир вашему дому!